Привет, друзья! У меня сегодня очень вкусный корейский рецепт. Вообще корейская кухня славится разными блюдами и салатами. Они пряные, острые, кислые. Можно найти практически на любой вкус. Сегодня буду готовить салат из требухи по-корейски. Сразу хочу конкретизировать. Под требухой я подразумеваю именно говяжий желудок, рубец. Несмотря на то, что он продается очищенный уже, все же дополнительная обработка требухи все-таки требуется в домашних условиях. Убираем специфический запах требухи путем добавления муки и крупной соли. Предварительно одев перчатки и перетираю хорошо муку и соль массажными движениями, обтирая всю требуху несколько минут. Можно еще поскоблить шершавую часть в темных местах. Жир с внутренней стороны можно убрать по желанию, но я оставляю для наваристого бульона. Затем хорошенько прополаскиваю в проточной воде, пока вода не станет совсем прозрачной. И так как у меня один целый кусок требухи, режу на небольшие куски. Ставлю кастрюлю на огонь с водой и кладу требуху. Даю кипеть минут 10. Затем вытаскиваю требуху и эту воду сливаю обязательно. Требуху еще раз прополаскиваю слегка. Ставлю кастрюлю с водой. Кладу имбирь свежий, нарезанный, чеснок несколько долек и лук репчатый, нарезанный на дольки. Также кладу сразу перец черный горошек и лавровый лист. Кладу требуху и даю закипеть, и как только закипит, закрываю крышку. Варила я больше 2 часов. Требуха должна быть мягкой. Наваристый затем бульон можно процедить. Получается очень приятный на вкус суп. Подготавливаю все овощи для обжарки. Лук режу тонко на полукольца. Зеленый лук буду использовать только зеленую часть. Верхнюю срезаю. Режу на длинные полоски 5-6 сантиметров примерно. Также затем режу перец стручковый. У меня вот такой маленький перец разбойник. А разбойник потому что очень острый. И режу свежую кинзу. Это очень освежит салат с требухой. Рубец уже остыл немного. И режу его на удобные для вилки кусочки. Режу на тонкие полоски. Все буду обжаривать на небольшом количестве масла. Сначала кладу лук и, помешивая постоянно, довожу до мягкости. Чеснок я мелко порубила и кладу в обжаренный лук. Как только появится характерный аромат чеснока, кладу нарезанный рубец. Все, теперь время от времени мешаем хорошенько. Обжаривать долго не нужно. 5-7 минут достаточно. Добавляю соевый соус. Многие не добавляют его, но я считаю, что это и есть основная приправа всех азиатских блюд. Кладу немного сахара, черный перец и молотый кориандр. Красный молотый перец кладу всегда в конце. Перемешиваем все специи хорошенечко. И пробуем. Добавляем соль по вкусу. Для мягкости и сочности требухи подливаю немного бульона, в котором она варилась. Даю еще обжариться несколько минут и выключаю огонь. Кладу самую последнюю очередь зеленый лук и перец стручковый. Если уж не любите остренькое, то перец стручковый можно заменить сладкой паприкой. Подается такое блюдо с требухой как горячая и как холодная закуска, но все же в горячем виде оно гораздо вкуснее. Да еще если добавить туда морковь и уксус, то получится хе из требухи. Да и лука туда побольше накидать, то это вообще будет бомба. Пробуйте, экспериментируйте на кухне и, конечно же, готовьте с любовью и хорошим настроением. Ставьте лайки, если это видео пришлось вам по душе. С вами была Наталья. Пока-пока!